Доброе утро, мои дорогие девочки, мои дорогие зрители. Вчера вечером начался просто Армагеддон. Такой ветер. И мне кажется, я слышала, видела. Такого ветра я еще не видела. Просто такое ощущение, что сейчас сдует просто и дом. И вообще это было просто что-то неимоверное, эти звуки. Вот, потом ночью пошел дождь. Но вчера, да, к этому все шло. Видно было, что меняется циклон, погода. Вот, а утром я проснулась, вот эта сторона была солнечная, а вот та сторона была черная, и потом эта черная туча пришла сюда, и пошел такой дождь с таким ветром. Ну, как вы видите, все уже сошло, довольно-таки все сухо. Вот, воды нет, быстро здесь вода уходит, хорошие, наверное, сливы, они их регулярно чистят. Вот, но вот такая вот погодка у нас сейчас. И по прогнозу будет, я не знаю, в течение нескольких дней туда-сюда ходить это все. Но зато красиво, да? Посмотрите, какое шикарное небо. И там еще где-то там внутри, вон, прорываются лучики солнца. Ну, вообще. Девочки, приготовила сегодня уже пшеничную кашу. Вот такой вот. Покормила уже Марка. Пришла Дашуня. Пошли они в зал. Вот так вот. И я тут немножко убрала, перегладила там опять кучу глажки. И здесь немножко убрала, хотя бы порядок навела. Смотрите, и полочки полупустые. А то было, ну, все вываливалось на голову, все заставлено. И я вообще не понимала, чем заставлено. Если посуды, ну, она есть, но ее не так прям много. Поэтому чуть-чуть так разобрала, порастыкала. Вот, и уже как-то поприятней. Так, и перегладила, видите, здесь уже порядок. Девочки, посоветуйте мне, пожалуйста, как хранить постельное белье, чтобы оно не задыхалось. Это кошмар, проблема. Она у меня была и в Украине была, и здесь была. Даже вот у нас здесь типа ну, полки, да, но они открыты. Это не закрытый шкаф, и просто кучей сложены, и там внутри все равно задыхается. Вот здесь нет. Вот здесь лежит у меня, и я уже боюсь его прятать, потому что этот запах, он просто отвратительный. Вот это перекладывать вот этими пахучками тоже не вариант, оно все равно потом идет смесь этих пахучек с этим запахом ужасным. И если у кого-то есть какое-то средство какое-то, или рецепт, или какой-то лайфхак, пожалуйста, поделитесь, потому что это проблема, вот, которую я реально не могу решить. Вот. Смотрите, какая у нас будет картошечка с капусточкой. Смотрите, какая красивая. Ну, если честно, в жизни она выглядит куда аппетитнее, симпатичной, а на видео как грязная какая-то. Ну, поверьте мне, она аппетитная. Крупа идет. Или снег, или град. Посмотрите в итоге, что у нас даже не дождь. У нас какая-то крупа, снег, но не град. Вчера был град прям крупный, а сейчас посмотрите. Ну, конечно, такая туча. И еще очень похолодало. Сейчас 6 градусов. Это довольно-таки холодно, знаете, для этой местности.
Слушайте, как только обидно. Вот такие вот листочки, посмотрите, деревья позеленели. И наступила такая холодина. Очень холодно, прям ощущается ближе к нулю. Прям очень морозный такой воздух. Цветочки на деревьях, так жалко. Была такая теплынь, ну вообще. У меня сегодня выходной я себе сделала, чтобы немножко, знаете, ну, немножко отдохнуть, набраться сил. И вот видите, как выглядит мой отдых. Иду, все дома закончилось, все заняты, у никого нет времени совершенно, только у меня есть время. Вот я иду, все закончилось, бумажное полотенце, холодильник пустой, все везде пусто, гель для душа тоже закончился. Я покупала 3 вида разных, уже пусто все. Вот, дождалась. Марка-тест сейчас пойдет. Так вот. Дождалась, пока немножко погода наладится, потому что, ну, ходить под дождем, под градом, под снегом тоже не совсем приятно. А туда, куда я иду, в Экшен и в хороший Lidl, там, ну, не ходят у нас ни трам, ни автобус, нужно пару километров пройти пешком. Я как не еду, и трам только что прошел, пустой, там 3 человека сидело в длинном огромном траме. Посмотрите, какая красота, какое все зелененькое. Вот, и вы не представляете, как только холодно. Это мое любимое место. Те, кто со мной уже давно, прекрасно знают. Я очень часто его показывала. Вот. Прям место, знаете, удовольствие. Здесь очень часто ходят с собачками. Если бы Линдочка была с нами, я бы с ней ходила бы сюда гулять. Хотя, сейчас я вам расскажу историю. В общем, остановилась я, чтобы нормально вам рассказать эту историю. Вот, чтобы вот это вот не пыхтеть вам в микрофон. В общем, мама здесь познакомилась с девушкой, с армяночкой. Потому что она выходит там сидеть на лавочке, она с ней познакомилась. И у этой девушки есть собачка. Вот что-то смесь бигля с чем-то, но окрас такой, как у далматинца, знаете. Вот, и она ее взяла в приюте в свое время. Вот. Очень ее любит. Все, и вот она говорит, пошли гулять в парк. Ну, вот это вот, как я показывала вам часто, там, где зайцы бегают, огромное, такое просторное. Ну, это парк, как бы такой. Вот, там все ходят с собаками, вот, гуляют. И, говорит, спустила ее с поводка, чтобы собака побегала. Ну, вполне нормальное явление. И тут, откуда ни возьмись, говорит, появилась огромная собака, накинулась. И, в общем, хозяин стоял вообще, ничего не мог сделать. Ну, бельгийцы они такие, знаете, они... Я не знаю, они очень какие-то такие мнительные, какие-то, ну, я не знаю. Бельгийцы, они, конечно, такие, знаете, в бой с голыми руками точно не полезут, в драку. Вот, и вот она кинулась разнимать голыми руками, ну, успела собаку там потрепать. Эта собака, ну, я так поняла, не знаю, там какая зона там риска, потому что она с ней все-таки дошла, та своими ногами дошла до ветеринара, и ветеринар сказал, что если до конца недели все будет хорошо, ухудшений не будет, то собака жить будет. Хотя она, ну, к маме подходила с собакой, и собака шла своими лапками, то есть, ну, она ее не несла, ничего. Вот так вот. Так что не знаешь, где что будет, может тебя ожидать. Вроде бы и на поводке все время, вроде бы и спустила в положенном месте. И вот вам, пожалуйста, понимаете. И у меня навеяло, конечно, очень грустные воспоминания про Линдочку, потому что у нас произошла, можно сказать, аналогичная ситуация. Вот, я наконец-то могу об этом хотя бы сейчас говорить. Муж с ней гулял, и у нас же рядом вот этот же частный сектор был, и там все состоятельные дома. Эти состоятельные дома все хозяева покинули в начале войны, и там, в общем-то, приходят только люди, которые обслуживают дом, и все. И собаки там полудикие стали, понимаете? Кидаются на всех, у всех собаки огромные, и так получилось, что была открыта калитка, и Линда никогда в жизни, она всегда идет рядом. Ну, это, знаете, это как судьба. И она, мгновение ока, она уже там оказалась. А там куча вот этих диких псов, вот, которые ее захватили, в общем-то. И все, и спасти уже, к сожалению, не удалось. Вот так вот, потому что
вот так. И я себя очень долго винила, то, что она у нас ходила без поводка. Наоборот, я как бы была радостная все время, что собака живет свою самую счастливую жизнь, что не на цепи, ничего. Но она все время шла рядом. Только малейший какой-то Линда, и она уже все время рядышком, она понимала, нельзя. Но единственное, что она, конечно, могла за котом побежать. Но она и как? Она их не обижала. Она потом, даже были такие коты, знаете, с характером, которые, ее не боялись, начинали шипеть, и Линда удирала от них. То есть она такая была у нас, кто помнит, то помнит. Вот. Поэтому вот такая вот трагедия произошла. Я очень долго себя винила, и потом вот слышу такие истории, ситуации, и в Threads очень много читаю такого, что из лифта люди выходят, собака на поводке кидается, стоят, ждут с большой собакой и не успели выйти, как собака накинулась на маленькую. В общем, столько ситуаций есть, что ты вообще не знаешь, где что на самом деле может тебя ожидать. Грустно это звучит, но это так. Я направляюсь в Lidl. К сожалению, я уже не снимаю в экшен, в магазинах, потому что, я не знаю, как отреагирует там администрация, продавцы. Это можно очень большие проблемы себе, знаете, заиметь. Но хочу вам рассказать. Недавно посмотрела видео про Lidl, про владельца Lidl, про основание Lidl. И мой вопрос, я получила ответ на свой вопрос, почему я слышала, что Lidl и Aldi относятся к одной группе, но я не понимала, почему у них так разнятся акции, то есть совершенно разная система скидок, и вообще, сама система, она разная. Вот, оказывается, хозяин, владелец корпорации Lidl, он уроженец города Хальброн в Германии, он там проживает до сих пор, ведет очень скрытый образ жизни, про него мало что известно. Вот, но Aldi, это владеют его кто-то из его семьи, то ли его братья, то ли его там, кто-то с его семьи. Вот, но они ведут бизнес каждый по-своему, по-разному. Вот, там очень много всего интересного узнала. Вот. И на самом деле, какой он просто тонкий предприниматель. Вот так вот. Вот этот парк, про который я вам сказала, все от стадиона, вон стадион, и он огромный, посмотрите. Я вам уже не единожды показывала вот его, и где как не здесь гулять с собаками просто. О, Господи, здесь прям грязь, наверное, я вернусь. Ладно. Вон, девочки, я могла выйти вон там. Вот, дорожка эта тянется. И хорошо, что я не пошла. Не рискнула, потому что извозюкалась бы, была бы капец. Вся сейчас грязная, потому что пошел, видите, какой дождь. Мелкий, до этого началась крупа снова сыпаться. Собственно, я вам хотела показать, куда ходят с собачками гулять. Посмотрите, какое раздолье. Да, где, как не здесь. И вот, видите, такое вот случилось. Вот на этом месте, в этом парке. Хочу вам показать красивую входную группу. Посмотрите, как вот здесь красиво все оформлено. Не прям, знаете, идешь с улицы и заходишь в подъезд. Посмотрите, какие красивые еще есть участочки. Такие огороженные вот такими вот зелеными заборами. Очень мне нравится вот эти вот, ЖК, не знаю, как это называется. Здесь у них, прям загляденье. Смотрите, идешь и радуешься. И все. Одно удовольствие испытываешь, когда приходишь домой. Правильно? Правильно. Красиво. Но, к слову сказать, здесь, видите, на нулевых этажах, здесь, именно в этой части, здесь прям какие-то кабинеты врачей. Вот. Всяких разных профилей, так сказать, профилей. Ага.
Красиво. Обожаю это место. Вот вы видите, что происходит? Это спустя 3 минуты. Вот то, что я вам показывала, шел дождь. И вот вам, понимаете, вот такая вот она, это Бельгия. И вот, пожалуйста, вам с другой стороны. Так, Марк уже пришел, поможет мне сейчас это все поднять. Я еще и с водичкой. Смотрите, какая прелесть. Все, приползла домой. Вот такая вот она, гламурная жизнь, так сказать. Так, купила себе термозащиту, зашла в Крюдвит. Давно ее хотела. Вообще, Тиджи, вообще обалденная марка по уходу за волосами. Вот здесь она в продаже есть. Классного качества, поэтому вот слышала хорошие отзывы, поэтому себе ее взяла. Вот, запоминайте, то говорят, что я часто махаю руками, согласна, все может быть. Виноград в Lidl был по акции, один берешь, один бесплатно. Вот, надеюсь, это так, потому что Lidl обманывает на каждом шагу. Акции пишет, все это пишет, а потом нужно бдить на кассе, они не всегда это пробивают, считают и дурят. И потом в Lidl взяла масло не соленое, потому что именно в Lidl соленое мне не нравится масло. Честно, я его уже наелась. Одно время мне оно очень нравилось, я его прям брала, потом хлеб, картошка. У меня есть там немножко капусты осталось, как я жарила, тушила. Ну, я так подумала, что может быть мало. Взяла вот еще такой вот порезанный. Хочу сейчас приготовить борщ. Уже, наверное, не успею к приходу мужа. А может и успею. Ну, хочу побыстрее. Потом вот это вот паштет. Вкусный. Иногда хочется, знаете. Не постоянно, но... Так, паприка. Колбаса, марку на бутерброды. Это свино-говяжья. Чек. Наггетсы взяла марку. Это, знаете, на тот случай, как и вот эти вот, господи, кубаты. Раз, кинул в гриль и курицу на борщ. Правда, у меня есть в морозилке желтенькая такая. Но она замороженная, и времени ее размораживать у меня. Да, вот такие вот сейчас беру. Знаете почему? Потому что они легкие. Конечно, мне больше нравятся вот эти вот, которые толстые, за 2 с чем-то. Но вот это вот, которая у меня... Ну, держатель, оно от тяжелого, оно прогибается. Вот это легче. Вот, и все нормально. Взяла, ну, вот такой вот на борщ. Паста у меня есть, Хейнс. Взяла вот свой любимый кашемир. Кстати, осталось всего лишь 2 бутылочки. Все остальные другие, короче. Ну, типа нашего доместоса. Без него никуда. В Экшене там вот эти Милка, всякие вот эти штуки, там дешевле, чем везде. Взяла Марку и Валерычу. Не знаю, пусть они выбирают, какой из них кому больше приглянется. Барни, обычно я беру Барни сегодня не было. Валерычу вчера страдал, вечером оказалось, что он все съел, все печенья. Страдал с кефиром, нечего было ему вечером подесертничать. Вот такие вот печенья ему взяла, какие-то там с наполнителем, еще с каким-то там вареньем внутри. Ну, надеюсь, понравится. Потому что в Джамбо со сладостями беда. Хальный декор. На стол поставить рядом с баночкой с ушками, вот эти, которые Даша мне подарила, мне розовые ушки. Вот такое вот поставлю яйцо. Думала взять что-то там с лампочками, с подсветкой. Потом думаю, ну, в баню, если честно. Взяла вот такое вот яйцо. Розовое, красиво. А потом, знаете, еще думала, там вот эти вот яйца были с висюльками. Повешу вот на то дерево. Потом думаю, Валерий мой умрет просто. Ну, а для той баночки, собственно, с ушками я взяла, смотрите, целый пакет, 4 евро, между прочим, стоит. Взяла вот таких вот яиц шоколадных. Господи, надеюсь, только они вкусные, потому что вот те я брала зайцы когда-то. Прям зайцы такие шоколадные, маленькие. Боже, они были ужасные. Это был просто пластилин какой-то. И все. Вот, взяла вот такие вот яйца. И батарейки. Тоже вещь нужная. Вот. Марка постоянно заканчивается. Короче. Джамбо взяла вот яйца. Валера вчера говорил, что колы хочет вечером. Мама приспичила. После того, как он не обнаружил печенье. Вот. Нужна нутелла. Что там может быть? Хотя бы к блинам, там, я не знаю. И сыр. Я вот думаю, все, у меня тянется рука купить духовку. А потом думаю, ну какой она надо? Скажите. И так уже захламили здесь так. Мама, уже самосвал нужно вывозить. Вот. Короче, вот это все почти на 70 евро, девочки. Вот это все, что я вам показала. На 70 евро. Ну, вместе с
с этим, скажите? Вот этот стоит 14 евро, термозащита, но она классная. Вот кто, может быть, возьмет, не пожалеете. Ну, и она правда работает. То есть влагу в волосах она держит. Мне нравится. Все. Ужас, сейчас как это осаживается пыль, девочки. Вот этот разнос, вот каждый день я вон вытираю, мою, точнее, мою, натираю. И каждый день он в пыли. Так, вот такая вот красота. Так, и поставим. И хоть бы они были вкусные, боже мой. Столько много я взяла. Как раз, видите? Ой, попадали. Одно сейчас попробую. Ой, я надеюсь, я их не подавлю. Нет, лучше не буду рисковать. Эти синенькие можно убрать. Марку сейчас отнесу в комнату пусть. Вот, смотрите, какая красота. Ну, мне кажется, неплохо. Потому что все-таки немножко пасхальной атмосферы добавить хочется. Вот, думаю, неплохо, да? Плохо, наверное, видно. Между прочим, неплохие конфетки. Девочки, может, кто-то будет думать, брать, не брать. Неплохие, они такие с начинкой внутри, с какой-то кремовой, беленькой. Ну, в принципе, неплохие, вкусные. Бардак сумасшедший у меня здесь, девочки. Ну, у меня в процессе борщ. С курицей варю борщ. Готовлю. Тоже картошка туда-сюда скоро приготовится. Я ее немножко потолку и уже буду все добавлять. Муж мой, смотрю, где-то там задерживается. Ну и ладно, мне еще и на руку. Успею приготовить. Читаю ваши комментарии, девочки, и прям, вы знаете, прям душа радуется, что мы с вами реально на одной волне, что вы меня прекрасно поняли, что вы меня ни за что не осудили. Из-за этого, ну, прям неожиданно, потому что я думала, что, ну, такое будет, знаете, 50-50. Вот, хотя я просто высказала свое мнение. Вот, и мне очень, конечно, ну, лестно то, что вы меня поддерживаете, что мы с вами похожи, и мне от этого, как бы, знаете, еще приятнее, еще легче с вами общаться. И знаете, как показывает жизнь, вот я просто вспоминаю, вот моя самая лучшая подруга с детства, мы с ней вместе выросли, потом вместе ходили в школу, потом вместе поступили в институт, учились. И вот она была такая любопытная, и, знаете, во всем. Вот и все она про всех знала еще с детства. Все знала и стенокости всем перемывала. Вот, ну, с детства вот она такая была. Вот, что надо и что не надо. Но, знаете, к себе же это не, как бы, ну, не примеряешь никогда. Вот, и я ее потом еще взяла крестной, ну, к Даше, вот, в семью упустила. И вот, я вам скажу, она мне дала в свое время очень хороший урок. Как-то делилась с ней, не было у меня особо близких там сильно людей. Вот, и как-то получилось так, что именно с ней делилась самым, знаете, самым сокровенным, самым таким вот душевным. И вот она первая меня и предала, вывалила при первой же возможности, так и при первой. Собственно, были звоночки все время, но я их игнорировала, все время думала, что да ладно, что-то как бы не так, или человек изменится, или что-то как бы, ну, это так просто получилось. И вообще была раньше, я была раньше и сейчас это вообще два разных человека совершенно. Я настолько была добрая, доверчивая, всем верила, у меня настолько было, ну, знаете, розовые очки, что я сейчас сама от себя поражаюсь. Ну, люди, конечно, на моем пути попались хорошие учителя, в разных степенях, знаете, скажем так, жизни. Первый муж мой хороших уроков мне преподавал, вот это вот моя подруга, так сказать, ну и кума, да, по совместительству. Мы с ней сейчас не общаемся, вот. Она, конечно, ну, это были уроки, которые я усвоила, я вам скажу, пусть не сразу, но усвоила на всю оставшуюся жизнь. Вот. И у меня отпала надобность прям в близких подругах после этого. И вот прям все вываливать, всем делиться, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства. Поэтому вот так вот. И я вам скажу, я в Покровске, еще когда мы жили, я очень долго работала частным мастером. Вот у меня был тогда практически весь город ко мне ходил, разные возраста женщин.
Вот, и женщины статусные, как бы, которые были, действительно занимали положение хорошее в обществе. И так как я работала частным мастером, у меня не было, знаете, лишних ушей. Вот, я снимала кабинет, вот, частично когда-то дома работала, часть дома работала, потом я арендовала кабинет, но у меня не было лишних там никаких ушей, никаких рядом мастеров. То есть я работала один на один, ну, там, с людьми. И, понятное дело, профессия парикмахера, она предрасполагает, как-то так у меня все женщины, все мои клиенты были, с которыми мы сошлись очень хорошо, знаете, психологически, понятное дело, люди всем делились, вот, совершенно, ну, просто, вот, знаете, как попутчик в поезде, их часто сравнивают, вот, парикмахера и вот с попутчиком, что вот просто сама обстановка, она располагает чем-то поделиться личным, сокровенным, вот, и так вот у меня, я вам скажу, я владела всеми тайнами. У меня одновременно, простите, пардон за столь интимные подробности, но у меня одновременно обслуживались и жены, и любовницы, но никогда с моих уст, вообще с моих дверей, с моих, я не знаю, как это сказать, не вылилась никакая, ни одна какая-то сплетня, никакая информация, к слову сказать. Мне это все было настолько неинтересно слушать, и я просто что, ну, тебе нужно поддерживать разговор, тебе нужно, понятное дело, участвовать, и людям, вы знаете, как приятно оказывалось, когда через время, вот, ну, кто там, какую процедуру там, когда повторял, там, через месяц, через два, они, допустим, приходят, и я спрашиваю, ну как там разрешилась ваша ситуация, там относительно того или относительно того. Им оказалось так льстило, ну что я помню этот разговор, что я уделяла этому, знаете, внимание какое-то. Я просто, ну, это чисто, знаете, психологически, интуитивно такой подход. Вот. Но у меня в одно ухо оно влетало, в другое вылетало. Я совершенно не зацикливалась на этой всей информации, никогда ничего никому не передавала, не обсуждала. Все это оставалось в стенах у кабинета, где я работала. В жизни мне не было интереса никакого переносить. И вообще, знаете, вот. И была у меня родственница, одна, так сказать, вот она, конечно, любопытная просто до ужаса, ну, скажем так, что человек, она как раз вообще нехорошая, она постоянно всех во всем подозревала и постоянно все мерещилось, что кто-то постоянно против нее какой-то заговор. И понимаете, почему люди так себя ведут? Потому что они сами так мыслят. Вот она в каждом видела врага, но она одновременно была настолько любопытная, настолько она была вот просто, понимаете, вот она жила вот этими сплетнями, вот этими вот новостями, информацией о людях, и вот она... Когда мы там встречались, и она вот это, понимаете, с жадностью, а как там та, а как там та, а те, и это капец было. Мне настолько это бесило, потому что я так не любила вообще эти разговоры о ком-то. Одно дело, понимаете, когда это дело работает, у тебя человек сидит, ты просто вынужден его слушать, и то ты же с него не вытягиваешь ничего, никакую информацию, он сам сидит и делится, и ты просто вынужден, ну, как бы слушать, и просто вынужден слушать. Не обязательно было поддерживать, ну, как бы... Вот так вот, потому что человеку на тот момент это как бы нужно было, он почувствовал нужду высказаться, и это, скажем так, обычно сближает мастера, но, честно вам скажу, как в какой-то момент мне настолько от этого стало плохо, потому что это чужая энергетика, и особенно меня, вы знаете, беспокоили плохие какие-то случаи там с детьми, там какие-то, знаете, вот там с болезнями, и я поняла, что в какой-то момент, что долго это не может продолжаться. Я просто стала как-то немножко от этого абстрагироваться. И было такое, что я просто начинала думать, человек там что-то рассказывает, и я просто начинала абстрагироваться, себя так научила, я вообще просто начинала думать о своем, и чисто на автопилоте, да-да-да, ну как-то так вот, чтобы сильно с тебя не пропускать информацию, потому что, ну, в какой-то момент я поняла, что я над одной какой-то трагедией или историей могла зависнуть на неделю, на две, все это начинаешь примерять к себе, понимаете, и от этого очень плохо было. Вот, на самом деле, ну, энергия высасывалась, и очень плохо было морально, вот. И я вам скажу, что, да, и вот это вот, моя родственница, вот она, ужас, любопытная до ужаса, и вот она просто на самом деле нехороший человек сама по себе, и я просто понимаю, что вот попади вот к такому человеку какая-то информация, ну это же ничего, это же, понимаете, это же ничего хорошего от этого, от ее интереса
То, что, ну, вот нет, не идет, она не желает никому ничего хорошего, она просто вот удовлетворяет свое любопытство, а потом еще и злится, понимаете, направляет плохую энергию в сторону этих людей, у кого, не дай бог, там все хорошо. Особенно ее бесили люди состоятельные, понимаете, это вообще больная тема. Вот, поэтому я вам скажу, как-то автоматически сделала такие вот на протяжении жизни такие вот выводы и поняла, что правильно мне написала моя зрительница, что счастье любит тишину, это 100%, девочки, 100%. Понятное дело, что вообще уже прям зарываться и скрываться, и вообще, боже упаси, ничего, как бы, ну, так тоже не стоит, да? Ну, как не стоит? Ну, то каждый сам выбирает. Так как я веду блог, как бы, конечно, я же не могу вообще прям, но какие-то основные стороны жизни, кто бы там что ни говорил, кто бы там что ни писал в упрек, но я все, я сделала выводы, я не считаю нужным, знаете, какие-то вещи выносить на всеобщее обозрение, вы понимаете, тем более, еще не зная, кто смотрит, я же не знаю всей своей аудитории, я же говорю, у меня, посмотрите, пишет мне определенное количество людей подписаны, еще какое-то определенное количество людей, а смотрят и того больше, я же не знаю, кто смотрит, кто там, что, ой, такое, знаете, поэтому вот так вот вам немножко я себе рассказала, вот, и свою позицию, и, скажем так, и истоки вам рассказала. Почему, что, как, откуда ноги растут, так сказать. Пока с вами болтала, ну вот, кстати, простите, что я так сбивчиво все рассказываю, у меня такой импульсивный характер, я вот такая в жизни и есть, знаете, прыгаю в жизни с 5 на 10, вот такая вот импульсивная, поэтому, надеюсь, вы меня поняли. Пока с вами разговаривала, уже все, борщ мой приготовился. Как всегда, все до краев, не могу я так, чтобы у меня оставалось хотя бы миллиметров 5, по-нормальному до краев. Вот, ну, в этот раз хотя бы обошлось, что я не отбирала бульон. Обычно я еще отбираю бульон. Смотрите, под завязку, под завязку. Еще и самой сверху сесть, и все.